Здравствуйте, дорогие мои любимые подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю два расклада, причем на колодах Ленорман, чисто Ленорман, будет ли примирение. Эта колода немножко с разной окраской будет, это чисто Ленорман. Смотрите, можете смотреть все видео, а можете выбирать расклад, первый или второй. Ну, давайте спросим у карт, будет ли примирение между вами. Что они скажут? Ох, какие карты замечательные. Они говорят о том, что, конечно же, будут примирения. Потому что между вами, вашей парой, есть какой-то уже определенный наработанный стержень. Вот я так это вижу. Вообще, этот мужчина, на которого вы смотрите, вас очень любит. Он вас считает своей любимой женщиной и готов свернуть горы для того, чтобы примириться с вами. Он хотел бы этого мира. Здесь между вами может быть новый этап, да, у некоторых новый этап взаимоотношений, может быть более крепкий, когда вы укрепите между собой отношения. Но у всех по-разному. Давайте посмотрим дальше, что нам карты расскажут. Здесь есть изначально в вашей жизни проблемы, связанные с какими-то родственниками. У некоторых с родственниками, у некоторых с обстоятельствами, которые вот они как изначально были, и вы их должны были решить, может быть, не решили, поэтому у вас сейчас вы смотрите этот расклад, да? Но изначально вам нужно было решить какие-то вопросы, связанные с третьими людьми или обстоятельствами, которые у вас, причем был ключ, которые бы позволили вам быть вместе или избавиться от других каких-то мешающих вашим отношениям людей или, ну, опять-таки, повторюсь, обстоятельств. Да? Все можно было решить. Вот это решить тогда, когда вы с ним познакомились. Вот тогда надо было это решать, и здесь вот мне карты это показывают. То есть ваши отношения изначально строились на несвободной ситуации. Что прячет? Что прячет он? Ой, не то, что прячет, что сейчас. Это я уже это из другого расклада. Так, сейчас, смотрите. Могут быть известия о каких-то неприятностях, связанных с близкими людьми. Потери здоровья у некоторых. Может быть, у него сейчас не очень хорошее состояние здоровья. Может быть, у кого-то из родственников. Но сейчас у него происходит событие. Вот событие, которое, как вы видите, 3 карты семерок вышли, да? Сплошные свидания, свидания, свидания. Свидания с родственниками, свидания с какими-то документами, ну, то есть решением каких-то вопросов, свидания казенные, да, связанные с какими-то, может быть, потерями или неприятностями. Сейчас происходит вот такой вот момент. А все может быть даже от того, как вот я сейчас это вижу, что в прошлом вы не поставили где-то, не решили какие-то проблемы, которые вам мешали быть вместе. И сейчас идет вот такой момент, продолжается вот этот негатив. Давайте посмотрим вашу позицию, да? Как вы себя ощущаете вообще? Хотите ли что-то с этим мужчиной или что? Вы ощущаете себя в таком плане, что, конечно, вы хотели бы прояснить какую-то ситуацию, с ним поговорить, хотели бы узнать какую-то информацию, которую вы, ну, до сих пор что-то может быть в ваших отношениях, почему так все сложилось, не понимаете, и хотели бы, конечно, однозначно с ним поговорить.
Может быть, просто хотя бы что-то узнать об этом человеке, да. Ну, давайте посмотрим, он что. Он вас любит. Он вас любит. Мне карты показывают, что любовь у него к вам до сих пор есть. И он сейчас понимает, что нужно избавиться от кого-то. У него сейчас сплошные хлопоты. У него могут быть острые какие-то ситуации, связанные вот с этими лисами или с этими обстоятельствами, которые длятся и еще из прошлого. Да? У него сейчас острые могут быть ситуации, потери какие-то. Я уже говорила, да, что у него идут свидания, хлопоты, вот это вот все такое, движение идет какое-то. Это может быть связано, конечно же, с процессом очищения и переосмысливанием той или иной ситуации. Вот так мне показывают карты. Давайте посмотрим, что будет, может быть между вами. А здесь ну, ваш мужчина, скорее всего, будет думать о том, что ему, какой путь ему выбрать. Может быть, он как раз думает о том, чтобы вам написать, проявиться, показаться, да, каким-то образом. Но это то, что может быть, то, что он еще, смотря как решит, показаться вам, ну, как бы встретиться с вами, написать о себе, дать каким-то образом знать о себе. Либо же нет, потому что здесь, может быть, на него еще влияет его работа, где-то, может быть, его начальник, да, вот, то есть у него есть какое-то вот то, что, может быть, работа мешала вашим отношениям, может быть, еще что-то, да, но в любом случае кто-то властный, который, может быть, даже где-то им манипулировал, потому что вот если вот такие позиции смотреть, я вижу, что здесь вот есть какая-то лиса, которая изначально была, которая могла манипулировать медведем. Давайте посмотрим, какие препятствия и есть ли они вообще. Ах, вот, видите. У кого-то могли быть отношения еще с кем-то, или у вас, или у него, да. Препятствие почему-то в том, что нужно вначале закончить какие-то отношения, и значит, вы не можете эти отношения, или он не может эти отношения закончить. Вот в этом будет ваше препятствие. То есть вам нужно решить, что вам делать. Вот. С другой стороны, также может говориться о том, что препятствием является и то, что вы не хотите или он не хочет заканчивать эти отношения. И между вами до сих пор какая-то связь, да, и карты ее показывают. Здесь нужно принимать решение и действовать. А карты, конечно, за вас ничего делать не будут. Они просто показывают, дают нам подсказки. А действия совершают сами люди, потому что человек имеет всегда право выбора, в каком он направлении пойдет, каким он будет человеком, светлым, или он пойдет по другой стороне. И в зависимости от этого будет складываться его жизнь. Давайте посмотрим дальше, что будет дальше между вами. Может быть, будет примирение в итоге все-таки, да? Смотрите, карты показывают, что между вами будет какой-то разговор. И, может быть, это будет по интернету или каким-то образом издалека. Тут вот не знаю, да, как это будет выглядеть. Может, вы поссоритесь, может быть, это вот здесь есть определенная негативная энергетика, но небольшая. Здесь также может говориться о том, что этот разговор, наоборот, например, принесет какое-то освобождение от чего-то, очищение от чего-то, да, вот такой вот момент. Очень хорошие карты, вот смотрите, вот эти вот, да, вообще просто замечательные. У многих, вот кто смотрит этот расклад, примирение, конечно, будет. Ну, итог. Давайте итог посмотрим. Ух ты. И в итоге посмотрите, какие замечательные карты. Все-таки в итоге карты говорят о том, что
появится мужчина в вашей жизни. Вот этот мужчина появится, и от него ждите известий. Ждите известий радостных о том, что он вас любит. Очень хорошие карты показываются здесь. Давайте посмотрим следующий расклад. На этом этот я закончу. Да, здесь точно будет примирение, все будет решаться. Это очень хорошо. Давайте посмотрим следующий на колоде вот этой, Ленорман. И спросим у карт, будет ли примирение. Будет ли примирение. Вот мужчина сам здесь вышел. Карты показывают, что он сейчас находится в негативной энергетике. Он окружен какими-то неблагоприятными ситуациями в своей жизни. Здесь есть возможность примирения, но он пока не видит, как это осуществить. И карты показывают, что ему легче вообще не примиряться, да? Ему легче вот просто не решать вопросы, а просто лететь куда-то, да, вот так вот, как этот аист. Просто взял и улетел куда-нибудь, и переменил место жительства, и отправился в какое-то путешествие или какой-то другой путь, да. Вот ему как бы его вот это эмоциональное состояние, возможно, оно идет по его роду, да, может даже со стороны материнской, вот такие его внутренние эти состояния толкают его где-то делать неразумные действия или выборы в своей жизни. Да? То есть нет такого разговора, когда можно поговорить по душам, и это было бы правильно. Вот он находится в такой ситуации. Да, здесь могут быть препятствия, связанные с третьими людьми и со всеми другими обстоятельствами по этим картам. Но вот среди вот этой тьмы он где-то должен увидеть, где свет, да? Пока он живет в неблагоприятной ситуации, ему не виден, возможно, свет, хотя он у него есть. Так, давайте посмотрим еще побольше. Да, но изначально это кармические отношения, мне карты показывают. Да, здесь нужно было изначально пройти вам какой-то кармический урок именно в этих отношениях с этим мужчиной. Но также карты говорят, что вам с этим мужчиной было легко. Вы могли друг друга понимать, вы могли с друг другом что-то строить, да, у вас есть такая позитивная энергетика у вас обоих, и вы могли бы что-то построить. Но почему-то судьба или вот просто от того, что вы какие-то партнеры, с которыми должны проработать в этой жизни определенные уроки пройти, здесь карты говорят о том, что этот крест был изначально. Вот развилка дорог, она была изначально, и нужно было просто выбирать, в какую сторону вы идете. И каждый из вас, может быть, пошел по стороне, или один из вас, который не вел вот к таким радостям, которые были у вас изначально, где вы могли что-то строить, общаться, понимали друг друга. Вы выбрали другой путь, он был более тяжелый, да? Ну, давайте дальше будем смотреть, что сейчас, да. Так, смотрите, сейчас мужчина уже, как бы изменился, карты показывают. Он понимает, куда ему идти. Он сейчас в позитивной, положительной энергетике. Может быть, да, он находится где-то далеко, но карты показывают, что будет встреча. Может быть, будет небольшое общение через интернет, да, тоже вот такой момент. Карта показывает, что мужчина сейчас имеет другую энергетику. Он смотрит на себя вот этого, да, такого разъяренного в негативной энергетике и думает, возможно,
что я делал раньше, почему так у меня все складывалось неправильно, да. И сейчас он, скорее всего, уже все понял. Вот. Давайте посмотрим ваше состояние по отношению к нему. Интересно, и в том раскладе тоже карта книги выходила. Вы хотели бы получить информацию от него, вы хотели бы перемен, вы хотели бы что-то узнать, если были какие-то тайны, и хотели бы поговорить, все открыть, все знать, да, то есть вот такой вот момент. И вы тоже сейчас в положительной энергетике идете к переменам, возможно, каким-то, или, может быть, свидание у вас есть, будет с ним. Ну вот идут положительные перемены сейчас. Что он по поводу вас ощущает? По поводу вас он тяжесть, конечно, ощущает о том, что ваши отношения все замерзли. Уже долгое время, может быть, кто-то из вас не общался, или отдаление было, но здесь как замерзшее дерево. Если когда вы познакомились, все цвело и было прекрасное состояние души, то сейчас у него разбитые, ну, как бы, сейчас его ничего не радует, да, то есть и о вас он вспоминает с какой-то тяжестью на душе. Давайте посмотрим будущее, которое может быть у вас с ним. А здесь, понимаете, проблема может быть связанная с домом. Вот именно с домом может быть проблема. Может быть, как я и говорила, что расстояние, да, то есть вот этот именно очаг домашний, вот здесь какие-то проблемы. То ли далеко находится и, допустим, одному надо решаться куда-то ехать, то ли проблемы вообще с финансами, связанные с деньгами на дом какой-то, да. То есть вот есть определенные проблемы, но в то же время карта показывает, что это состояние изменится, что мужчина будет хлопотать и изменит это состояние. Он сможет решить проблемы какие-то, которые касаются дома. Ну, каждый услышит то, что должен услышать. Давайте посмотрим препятствия, которые могут быть. С работой могут быть препятствия связаны, да, с деньгами могут быть связаны препятствия. То есть вот, как я уже говорила, да, то есть здесь есть определенный. Также момент может касаться каких-то отношений. Может, у кого-то из вас есть еще какие-то отношения, и это тоже является определенным препятствием, где нужно прояснить все, вы как бы, да, решить таким вот образом. Давайте посмотрим, что будет ли примирение в итоге между вами. Здесь, конечно, возможность есть тоже. Ну, примирение возможно, это точно. И здесь как бы карты говорят о том, что весь негатив, касающийся вот такого состояния эмоционального, да, который кто-то причинял вам боль, может быть, какой-то властный человек, может быть, третье лицо какое-то, да, между вами или обстоятельства. Это будет все расчищаться. Здесь карта сердца показывает в положительной энергетике, что сердце будет петь, да, будет петь. Негатив разрушится. Все, что вам не нужно, оно уйдет. Как вот это, здесь вот было, когда я говорила об уроке, который вы должны были пройти. Здесь карты говорят о том, что вы пройдете этот урок и очиститесь от всего ненужного в вашей жизни. Ну и в итоге что? В итоге, конечно, может быть, еще будут доставлять какие-то хлопоты, может быть, у кого-то дети. Такой момент может быть, конфликт, да. Ну, еще буду брать тогда карты. Но в любом случае это состояние изменится на позитивное, то есть это будут мелкие, если будут конфликты. В любом случае карты говорят о том, что вас ждет
может быть даже у некоторых совместная семья, у некоторых свидание просто, да, с примирением. То есть найдется возможность для того, чтобы встретиться двум близким душам, так скажем. Вот такие два расклада. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии и всего вам доброго. До новых встреч, до свидания.